Привет! Сейчас конец июня и самое время собирать урожай клубники. Мы же с вами сейчас сделаем клубнику из резинок Lumbenz. Для этого приготовьте ваш станок, крючок, кучку резинок зеленого цвета и кучку резинок красного или оранжевого цвета. Теперь возьмите ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые части столбиков смотрели в правую сторону. Возьмите в руку две резинки зеленого цвета и наложите их на станок следующим образом. Одеваем на первый столбик первого ряда и на первый столбик второго ряда. Вот так. Теперь возьмите еще две резинки зеленого цвета и наложите их, начиная с первого столбика второго ряда и на первый столбик третьего ряда. Теперь возьмите резинки уже красного или оранжевого цвета, и их мы с вами накладывать на станок будем следующим образом. Сначала одеваем на вот этот столбик и перекидываем на второй столбик третьего ряда. Берем еще две резинки красного цвета и накидываем их следующим образом. На втором ряду столбиков нам нужно поступить точно таким же образом. То есть одеваем на первый и на второй столбик среднего ряда. И еще берем две резинки. Обратите внимание, сейчас мы всегда берем по две резинки. И одеваем их на второй столбик среднего ряда и перекидываем на третий столбик среднего ряда. Теперь берем еще две резинки красного или оранжевого цвета. Я, кстати, смешиваю. В данном случае оранжевый цвет и такой светло-розовый, для того, чтобы получить клубнику как бы неравномерно созревшую. Но вы, если хотите, можете использовать только красный цвет или только оранжевый, например. Одеваем сюда. Теперь берем еще две резинки и перекидываем уже не на третий столбик первого ряда, а на третий столбик второго ряда. Вот таким образом. Одеваем сюда и теперь сюда. Еще берем две резиночки и на центральном столбике накидываем их. Перекидываем на четвертый столбик среднего ряда. Отлично. Еще две резинки берем в руку. И одеваем их на третий столбик третьего ряда и перекидываем опять же на центр. У нас получилась система вот такого уровня. Теперь возьмите зеленую резинку и перекрутите ее восьмеркой. Вот так. Либо можете просто накинуть сначала на столбик, вот на этот. Перекручиваем восьмеркой и накидываем на этот столбик еще раз. Накинули, перекрутили и накинули еще раз. Точно так же нам нужно поступить и с вот этим крайним столбиком. То есть одеваем на него резинку. Перекручиваем восьмеркой и накидываем на этот столбик еще раз. Теперь берем две резиночки красного цвета. Я немножко их резинки, вот эти, которые у меня уже одеты, опущу, для того, чтобы было удобнее одевать следующие резинки и было место, куда их надеть. Берем эти две резинки и одеваем их через все три столбика первого, второго и третьего ряда. Вот так. Без всяких перекручиваний, без восьмерок. Теперь возьмите одну резинку и оденьте ее на центральный вот этот столбик и на третий столбик последнего ряда. Перекручиваем восьмеркой и одеваем на эти два столбика еще раз. Берем еще одну резиночку. И теперь нам нужно сделать уже не двойную восьмерку, как мы, например, здесь сделали, как здесь сделали, а тройную. То есть одеваем, перекручиваем восьмеркой, одеваем еще раз, перекручиваем восьмеркой, одеваем третий раз. Для того, чтобы резинка была равномерно натянута, я немножко вот так покручу с помощью крючка. Отлично. Теперь расположите станок таким образом, чтобы он смотрел открытыми концами к вам. Так нам будет удобнее снимать со столбиков
наши резинки. И теперь делаем следующим образом. Нам сейчас нужно перекинуть резинку, которая соединяет вот этот и этот столбик, с этого столбика на этот столбик. То есть вот эти вот резиночки. Поддеваем их внутри на последнем столбике. Вот они. Снимаем с этого столбика и накидываем вот сюда. Как бы возвращаем вот этому столбику, с которого эта резинка была снята. Теперь нам нужно также поступить и с резинкой, которая соединяет вот этот и вот этот столбик. Вот она. Здесь она хорошо видна. Ну, точнее, это не одна резинка, а две резинки. Мы опять внутри столбика поддеваем, вытаскиваем эту резинку с этого столбика и одеваем на центральный. Теперь точно так же нам нужно поступить и со всеми остальными столбиками. Но начнем мы с вами вот с этого столбика, который соединяется с центральным как бы по диагонали. Давайте найдем, где эти резинки здесь находятся. Вот они. Можно пальцем немного помочь, чтобы понять, где они там лежат. Вынимаем их с этого столбика и снимаем с центрального. Возвращаем вот этому столбику. Опять же, для того, чтобы натяжение было более равномерно, я внутри столбика проворачиваю крючком. И теперь мы с вами вот эту снимем резиночку, которая у нас на краю и которая соединяет вот этот и этот столбик. Вот эти две резинки. Мы снизу этого столбика поддеваем, зацепляем две резинки, вытягиваем их внутри вот этого столбика и снимаем со столбика. И одеваем дальше. Опять же распределим натяжение. Сейчас у меня тут одна слетела, но это ничего страшного. Мы сейчас все вернем. Так, чтобы натяжение было более равномерным, я еще вот так прокручу. И теперь с центрального столбика нам нужно снять вот на следующий, который соединяет вот эти два столбика. Вот эти две резинки тоже довольно хорошо видны. Внутри центрального столбика поддеваю крючок. Я чуть-чуть их выправлю чуть ниже, чтобы мне их было лучше видно и удобнее было схватить. Поддеваю две резинки, снимаю с центрального столбика и перекидываю сюда. И точно так же мы с вами делаем и вот с этими тремя столбиками. То есть снимаем сначала с крайнего, например, столбика, перекидываем вот на этот. Покрутим, чтобы натяжение более равномерно распределить. Теперь можно снять либо с центрального и накинуть сюда, либо вот с этого с крайнего, как вам удобнее, сами смотрите. Снимаем две резиночки и накидываем их на центральный столбик. Отлично. И нам осталось перекинуть одну резинку. Вот она, две резинки, но они у нас получаются последними. Вот эти, которые соединяют последний самый столбик и вот этот второй. Поддеваем. Снимаем с этого столбика. И одеваем на самый первый. Опять же можно покрутить. Я люблю крутить, потому что более равномерно нагрузка распределяется. Теперь нам нужно перекинуть резинки вот с этих столбиков на центральный. Те резинки, которые их соединяют. Вот смотрите, здесь две резиночки соединяют вот этот и этот столбик, поэтому нам их нужно здесь снять. И накинем сюда, на центральный. То есть как бы возвращаем этому столбику его резинку. И с этого столбика точно так же снимаем
вот эту резинку, которая соединяет вот этот и этот столбик. Вот эти две резиночки. Мы их поддеваем снутри. Снимаем с резинки, со столбика. И возвращаем вот этому столбику. Почти все готово. Осталось взять одну резинку и сделать петельку. Как нам нужно делать петельку? Петельку делаем следующим образом. Продеваем крючок сквозь все резинки вот этого центрального столбика. И где-то там крючок вытаскиваем, чтобы он был виден. Теперь одеваем сюда резинку. И эту резинку нам нужно протянуть через все вот эти резиночки, одетые на центральный столбик, и вынуть снаружи. Продеваем. И вот мы видим, что эта резиночка у нас вышла снаружи. Теперь нам нужно взять вот другой конец этой резинки в руку и схватить вот этот конечек. Хватаем и делаем такую петельку. Сейчас, если вам сложно натянуть эту резинку из-за того, что здесь много других, то это ничего страшного, вы оденьте на крючок, и мы с вами можем натянуть уже, когда снимем всю клубничку со станка. Что мы, собственно, сейчас уже и можем сделать. Давайте займемся тем, что снимем со станка все, что мы здесь уже наплели. Наплели здесь мы с вами немало. Резинки натянуты довольно сильно, поэтому аккуратно старайтесь снимать их со станка, чтобы резиночки не порвались. И теперь уже вот эту петельку, видите, вот она, мы можем более так сильно потянуть, чтобы эта петля затянулась. Отлично. Ну вот, мы с вами сплели очень аппетитную клубничину. Я использовал резинки как оранжевого, так и розового цвета. И таким образом у меня получилось неравномерное созревание клубники. И то же самое можно сказать и вот этом черешке, который я использовал, в котором я использовал как салатовые, так и зеленые цвета. Но на самом деле у меня просто красные и чисто зеленые закончились, и поэтому мне пришлось использовать смешанные зеленые и смешанные красные цвета. Но мне кажется, это только пошло на пользу этой клубничине. Надеюсь, вам понравился данный урок. Подписывайтесь на канал, и мы с вами встретимся в следующем уроке. Пока!